Все вы уже слышали о проекте Nakama Card, ведь это крупнейший коллекционный бот карточек по различным вселенным, которые вы сейчас видите на экране. Моя геройская академия, как самый сложный и проработанный пак, готова затмить вас 450 красочными карточками персонажей и не только. Я вот наконец-то смог заполучить себе моих любимых девочек Урараку и Тогу, мистической редкости серьезного деку, а также ВЗО, пускай хоть где-то ему будет место. Nakama Card это не только про коллекционирование, а еще и про соревнования с другими игроками, где ты сможешь заполучить себе карту противника. Поэтому если ты еще не выбил своего любимого персонажа, не теряй зря времени и переходи по ссылке в описании и закрепленном комментарии, не расстраивай всемогущего. Выпускной в UA, радостная церемония и темное закулисье. Мидория и Тодороки ощущают, что грядет что-то жуткое. Неужели Хорикоши готовит что-то масштабное? Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на сайте 425 глава манги моей геройской академии. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал и любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выпуск 425 главы. Новая глава дает нам таки понять, с какой целью Деку и его друзья прибыли в еще не отремонтированное здание Академии, по вопросам реконструкции которой сейчас очень плотно занимается директор, для чего он проводил множество конференций. Ну а прибыли наши герои сюда, потому что на дворе был уже июнь, и самое время было проводить выпускной в UA. Третий курс Тамаки и Неджере получили свои дипломы о завершении обучения на геройском факультете. Их уходу было расстроено множество учеников, и дабы разогнать этот слезный настрой, Мик, находясь у диджейского пульта, собрался придать выпускному воодушевляющей обстановке. Хотя с таким сопровождением Киришиме казалось, что это уже больше походило на фестиваль, нежели выпускной. После битвы с антагонистом прошло не так уж и много времени, поэтому Тамаки поинтересовался, как себя сейчас чувствовала Неджера. Но она уверяла, что с ней все было хорошо, ведь после битвы на летающей платформе Мирио заботился о ней, так что она смогла быстро восстановиться. А с окончанием выступления Фувы явился и сам Мирио, который своей речью шокировал всех учеников. Ибо без каких-либо приколов, как это ему присуще делать, он начал говорить и на важные вещи. Тагата сказал, что большинство героев в этой битве очень многое потеряли. Они всегда старались устранять негатив, уводя его в небытие. Студенты со всех факультетов UA приложили все свои силы и умения, полученные в ходе обучения, для того, чтобы закончить затянувшуюся войну. Вот только по его словам, с уничтожением ВЗО мир все еще не вернулся в нормальное состояние. Им предстоит пройти еще очень долгий путь, чтобы вернуть все на круги своя, и было видно, как Изуку прекрасно понимал смысл его обращения. И говоря, что он хочет создать будущее, не просто устранив негативное, а заменив его на позитив, после чего, явив сюда гигантскую машину Бибими, Мирио заканчивает свое выступление. Затем мы временно посещаем студентов второго курса А, поскольку с сегодняшней церемонией они переходят на третий, последний курс обучения. Ашида буквально расплакалась от того, что Айзава продолжит их обучать. Ну а Сэра был больше обеспокоен тем, можно ли было Бакуга быть здесь, ведь его сердце все еще не пришло в норму. Но доктор разрешил Кацуки посетить выпускной, только если он не будет слишком нервничать. Также Айзава позвал в аудиторию Аояму, который, оказывается, лично решил покинуть UA, несмотря на то, что его друзья и Цукаучи были не против того, чтобы он продолжил обучение. Вот только Юга считал это неправильным, ибо он поступил в Академию Героев только по прихоти ВЗО, и теперь он хочет заново по своей инициативе
перспективе поступить в UA. Проще говоря, начать все с чистого листа. Ибо Юга знал, что несмотря на содеянное в прошлом, его друзья все еще готовы принять, как это сделал Деку, которому он даже предложил какую-то вкусняшку. Вот только Мидори вроде бы было и грустно, смотря на эту ситуацию, а с другой стороны его выражение лица какое-то странное. В целом главный герой в этой главе какой-то отдаленный ото всех, все время обдумывая что-то в своей голове. Но об этом мы еще поговорим. Аояма пообещал, что как только он все наверстает, он обязательно вернется к ним. И дабы не расплакаться, Юга начал шмалять своими лазерами повсюду, презентуя им нового ученика. К классу А перевелся Шинца, о появлении которого все были просто поражены. От такой бурной реакции Юге даже стало обидно, ведь на его уход они отреагировали совсем по-другому. Из-за чего Аояма вновь начал шмалять своими лазерами, что привело к тому, что Хагакуре вновь стала видимой и все увидели ее внешность. Виноградик от такого поворота событий пришел в дикое возбуждение, что Айзаве пришлось усмирять этого альфа-самца. После этого в аудиторию пришла Мавата, которая проинформировала их, что теперь второй и третий курс будут патрулировать по всей стране для обеспечения безопасности, а также будут помогать в реконструкции под ее руководством. Фува еще сказала, что в новых учебниках по истории будет задокументирована отставка всемогущего после битвы в Джаку, но по какой-то причине почему-то некоторые детали в этой войне будут упущены. Хотя Шота подметил, что именно в такой период хаоса появился все за одного, намекая на важность всей обстановки. Перед своим уходом Мавата сказала, что завидует нынешним ученикам Айзавы, ибо им не пришлось пройти через исключение, как ей. Но как по мне, то, что показали эти ученики в войне против антагониста, куда страшнее. Прощаясь с уже почти третьим курсом, Хори вновь обращает наше внимание на Деку, который все это время сидел отстраненно, раздумывая над чем-то. Он даже по окончанию классного собрания, когда все шли с большим интересом посмотреть на новеньких первокурсников, был замкнут в себе. Хотя с Ураракой он все же решил заговорить. Но та, будто впервые его увидев, начала говорить за его волосы, желая, чтобы они скорее отросли. Неужели она не обращала на него внимания, пока они были в аудитории? Идя обратно, все выглядели счастливо, даже у Такаями немного изменился образ. Однако Изуку все еще был подавленным, после чего сквозь мглу Хори показывает нам отчаянного, неизвестного персонажа, который держал в руках ножницы, а его рот был то ли забинтован, то ли чем-то прикрыт. Он очень тяжело дышал, смотря на разрушенные здания по улице. Пока неизвестно, кто это, вот только после такого напряженного момента наше внимание вновь переводят на Деку, интересующегося у Шота, придет ли тот на прощальную вечеринку к Аояме. Тодороки же сказал, что сегодня он не сможет, уйдя в противоположном направлении с мрачноватым лицом, показывая нам старателя в инвалидной коляске, смотрящего на какой-то огромный механизм. И на этом глава заканчивается. Это что ж получается, Хори интригует нас, готовя что-то масштабное? Я так понимаю, 42-й том будет с приличным количеством глав, или же он вовсе не будет последним? Ведь автор явно дает нам понять, что Деку и Тодороки чем-то обеспокоены, еще и демонстрирует нам нового персонажа и непонятную ситуацию со старателем. Возможно, героика не закончится, пока класс А не пройдет третий курс и мы не увидим их выпускного. Что же, Хорикоши действительно меня заинтриговал, так что будем ожидать следующую главу. И также не забывайте, что почитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.